Всем добрый день! Предлагаю сегодня вместе со мной сделать одну замечательную домашнюю омолаживающую маску для лица, зоны шеи и декольте. И я эту маску называю маска-трансформер. Дело в том, что в основе этой маски лежит очень популярная в мире, а особенно у азиатских женщин, маска на основе рисовой муки и молока. И эта маска сама по себе уже обладает комплексным действием. Она очень хорошо ухаживает за нашей кожей, а именно увлажняет нашу кожу, питает нашу кожу, снимает раздражение. При этом эта маска при курсовом применении очень хорошо повышает упругость нашей кожи, помогая разгладить мелкие морщинки и подтянуть овал лица. Но эта же маска очень хорошо выравнивает тон лица, придавая нашей коже бархатистость, сияние и фарфоровый оттенок. Так вот, добавляя некоторые ингредиенты, мы с вами можем сделать действительно маску-трансформер, которая либо обладает эффектом детоксикации, либо мы усиливаем лифтинг-эффект от нашей маски. Поэтому я сейчас поменяю ракурс камеры, и мы с вами будем готовить нашу маску-трансформер. Итак, давайте готовить нашу базовую маску. Состоит она всего лишь навсего из двух ингредиентов. Это рисовая мука и это сливки. В этой маске это популярная и традиционная маска у азиатских женщин, в частности у японских женщин. Они, правда, вместо сливок используют просто-напросто молоко. И эта маска сама по себе очень хорошо омолаживает нашу кожу, поскольку рисовая мука богата всевозможными минералами, витаминами группы В в частности, и крахмалом. А мы с вами используем крахмал традиционно в наших домашних масках с эффектом ботокса. Ну и молоко содержит в себе тоже витамины, минералы, ну в частности жирорастворимые витамины, такие как А, как витамин D и аминокислоты, которые помогают нашей коже. Но поскольку наша кожа европейка, она более тонкая, чем у азиаток, я вам предлагаю заменить молоко жирными сливками. И чем суше ваша кожа, тем сливки желательно иметь более жирные. Так вот, что нам с вами понадобится? Всего лишь навсего 1 столовая ложка рисовой муки и 4 столовые ложки горячих сливок. То есть, смотрите, сливки я предварительно закипятила. Они, конечно, не крутой кипяток, потому что я сегодня рисовую муку буду запаривать для того, чтобы она больше вот такой крахмалистой была и оказала вот именно такой эффект омолаживающий. Ну, скажем так, как мы с вами любим маски с эффектом ботокса. Так вот, мы с вами берем 1 столовую ложку рисовой муки. Если у вас нет рисовой муки, вы можете использовать рис. Можно его предварительно перемолоть на кофемолке. Или же вы можете уже сварить рис. Причем желательно использовать рис самый такой простой, который очень хорошо разваривается, клейкий. И сварить вот этот рис, сделать такую кашку уже на жирном молоке или на жирных сливках. Так, 4 столовые ложки горячих сливок. То есть, смотрите, я завариваю, у меня еще слегка пороет, но не совсем будет заметно, я завариваю рисовую муку. Еще раз, я это делаю для того, чтобы она имела вот как раз-таки больше подобия кашки и больше напоминала такую крахмальную текстуру. То есть, я вам показывала уже несколько разных вариантов с рисовой мукой, но там мы делали акцент на, допустим, легкий пилинг еще. Здесь же нам важно получить вот этот эффект легкой такой кашки. По большому счету, наша маска уже готова. То есть уже можно наносить вот эту массу на наше лицо, распределять ее кисточкой, и уже будет очень хорошая омолаживающая маска. Кстати, если у нас сливки очень горячие, важно дать постоять этой массе, чтобы она разбухла и остыла. Но я советую на кожу наносить именно теплую массу, не горячую, а именно теплую массу, тогда она окажет больше вот такой питательный и уходовый эффект. Вот. Но в чистом виде вы ее уже можете спокойно применять на наше лицо. Но я вам предлагаю обогатить, поскольку у нас маска-трансформер, вот эту нашу базовую основу. И если вы сейчас перейдете по ссылке в левом углу, то у вас будет лифтинг-маска, потрясающая омолаживающая лифтинг-маска. Если вы перейдете по ссылке на следующее видео в правом углу, то у вас будет маска с эффектом детокс, то есть с эффектом очищения. Поэтому выбирайте свой вариант. Можете сделать вот такую вот базовую маску, а можете ее обогатить. У вас будет маска с мощным лифтинг-эффектом. И как вариант вы можете сделать маску с детокс-эффектом.